Всем привет! 30 октября стартовал открытый плейтест бета-версии MobaRTS Iron Conflict. Разрабатывается игра Angela Game, издается Imperium Interactive Entertainment Limited. Я не нашел практически никакой информации по этим компаниям и только могу предположить, что это ребята из Китая. Об игре широкой общественности стало известно в июле 2020 года, когда компания опубликовала в YouTube тизер игры и начала активно вести Twitter. И вот спустя 3 месяца мы получили возможность присоединиться к бесплатному бета-тесту. Какая модель распространения будет у игры в будущем, мне точно неизвестно, но ходят слухи о buy-to-play. Онлайн в игре сейчас крайне низкий, в районе 100 человек. Но это не вызывает проблем, почему я расскажу чуть дальше. Очень приятным моментом является уже сейчас присутствующая русская локализация, которая, конечно, не без недочетов, но то, что она есть, уже очень хорошо для RU комьюнити. Перейдем непосредственно к игре. Парк боевой техники представлен копиями реально существующих образцов вооружения. При этом разработчики, следуя давней китайской традиции, заменили некоторые буквы в названиях реальных боевых единиц. Это очень хорошо видно на примере ветки основных танков фракции «Город». Так, первый танк имеет обозначение Си-58, который внешне очень похож на Т-34-85. Следующий Си-59 уже явная копия китайского Type 59. Ну и финальные в этой ветке боевые единицы Си-96 и Си-96A – это, само собой, Type 96 и его модификация. Думаю, разгадывание таких простеньких загадок будет частью геймплея для любителей военной техники. Таким образом, в ходе прокачки нам предстоит пройти путь от техники времен Второй мировой до современного вооружения. На данный момент в игре есть две активные фракции. Это пустыня, аналог армии США, и город, аналог Народно-освободительной армии Китая. В каждой из них юниты делятся на наземную технику, авиацию и пехоту. Начнем с последней. У обоих фракций всего по одной ветке развития пехотных отрядов. В целом пехота здесь предназначена для разведки, но при покупке дополнительного снаряжения может уничтожать танки и авиацию противника. Авиация делится на 3 вида – разведывательная, истребительная и бомбардировочная. Разведчики не имеют вооружения вообще и беззащитны против истребителей. Бомбардировщики атакуют наземные цели, ну а истребители завоевывают господство в воздухе. Это очень важная часть игрового процесса. Ну и самая обширная и проработанная часть юнитов игры – наземная боевая техника. Ее можно разделить на 3 класса – танки, артиллерия и зенитки. И здесь мы видим довольно разветвленное дерево прокачки и разнообразные виды техники – от зенитно-ракетных комплексов до баллистических ракет. И именно такое разнообразие является основной геймплейной фишкой. И непосредственно к нему мы сейчас и переходим. На старте нам дается по одному юниту первого уровня из каждой ветки, из которых нам нужно собрать формацию, состоящую из 3 юнитов одной фракции. Именно этим отрядом из 3 боевых единиц нам и предстоит управлять в бою. Сейчас доступен один режим формата 10 на 10 на довольно большой карте. Из-за низкого онлайна в сражениях участвуют 1-2 игрока. Остальными войсками управляет довольно средненький ИИ. Но это на самом деле не портит впечатление от игры, а скорее наоборот добавляет динамики и эффектности сражениям, хоть и упрощает игру в плане тактики. Лично я старался создавать отряды по принципу основная боевая единица и 2 отряда поддержки. Важно уточнить, что мы не можем использовать 2 копии одного юнита в отряде, то есть сделать отряд из 3 тяжелых танков одного вида не получится. Придется брать либо 3 танка из одной ветки, но разного уровня, либо прокачивать 3 разные ветки с выходом в танки. Но лично я в основном играл связкой легкий и тяжелый танк, прикрывающий артиллерию. Непосредственно в бою возможно и даже нужно управлять каждым юнитом и использовать активируемое снаряжение. Так, отряды пехоты могут ставить мины, использовать стингеры, гранаты, дымовые гранаты, садиться на лошадей для увеличения скорости, ложиться на землю, затрудняя обнаружение.
На танки ставятся дымовые завесы, используются ремнаборы и еще целая куча разных опций у других видов войск. Так что, если вы не киберкотлета в РТС, то следить даже за 3 юнитами очень тяжело. После сражения мы получаем опыт и серебро. Как и в других играх схожей тематики, за опыт открываются улучшения и юниты следующего уровня. Серебро тратится на покупку улучшений, боеприпасов, снаряжения и новых юнитов. Кроме этого, в игре уже работает функция донат валюты. Участникам беты дают 2000 золота. За него можно приобрести бустеры опыта и серебра, а также пак с серебром. Также в магазине есть вкладки под юниты, скины и снаряжение, что мне внушает опасения. Графика, мягко говоря, простенькая, если не сказать убогая. И если в окне гаража модельки более-менее детализированы и можно рассмотреть люки, потертости, клепки, то на боевой карте все очень-очень простенько. Хотя техника оставляет следы, взрывы выглядят приемлемо и даже есть интерактивные элементы. Но работать еще есть много над чем. Игра делается на движке Unreal Engine 4, так что есть надежда, что графику еще очень сильно доработают. С другой стороны, глаза выкалывать себе на боевой карте не хочется, и это уже неплохо. А довольно низкие системные требования позволят поучаствовать в сражениях большому количеству игроков. Да, и графика в сетевых играх в целом не главное, а уж в РТС так и вообще дело десятое. А вот в плане серверной части все гораздо лучше. Есть 3 сервера – Европа, Китай и Северная Америка. Так что, где бы вы ни находились, пинг будет приемлемым. Ну и что можно сказать в итоге? На данный момент игр в жанре моба РТС практически нет. Последний значимый проект на моей памяти – это Total War Arena, к сожалению, закрывшийся в начале 2019 года. Видно, что в Iron Conflict создатели опирались на опыт Creative Assembly, и использование сеттинга современности с воздушными юнитами сделает игровой процесс намного разнообразнее и глубже, чем в Арене. Плюс мне импонирует подход издателя. Спустя 3 месяца они выкатывают на фритест уже готовый билд. Как я предполагаю, сейчас они тестируют просто работоспособность сборки. И у меня никаких проблем не возникло. Ни вылетов, ни зависаний лично я не увидел. Если создатели продолжат работу в темпе, то любителей тактики в реальном времени ждет отличный и по большому счету единственный в своем жанре продукт. Лично я наиграл часов 10, открыл танки и артиллерию 4 уровня. Не скажу, что получил море удовольствия, но играть было интересно даже против ботов. А когда у игры появится хороший онлайн и начнется поиск стратегий против и вместе с живыми людьми, сражения заиграют другими красками. Главное, чтобы все было в порядке с балансом юнитов и карт. Надеюсь, что мой первый опыт создания обзора вам понравился. Оставьте свою реакцию в виде лайка или дизлайка. И обязательно подпишитесь на канал, это очень мотивирует работать над контентом. Благодарю за просмотр, всем пока!